Всем привет! Продолжаем проходить ДМР 1994. Выключил вот здесь огонь. И, наверное, куда-то туда нужно пройти. Пойдем искать проход. Или выход. Кому как удобней. Понеслась. Чё ж ты в ноги-то летишь, дружок? Можно дробовик переключиться. Обычно у меня свет выключен. Так, вот там патроны лежат. Давай-ка мы к ним сбегаем. Почему их не заметил? Может, я тут не Да, я тут не проходил просто. Классика. Так, ну тут может много народу встать. Ах, хотел убежать. А они ж просто двери тут блокируют и все. Блин, нет, заново. Заново. Все пошло не по плану. Давай-ка, наверное, дробовик все-таки. Я ему больше доверяю. Да ладно. Ну как? Почему в прошлый раз шарик этот не вылупился? Теперь, пожалуйста. Сколько у нас там? 3 врага, да, по-моему, сразу же появляется. Они тут на перебой просто бегут к тебе. Чтоб ты сделать ничего не успел. Бежим. Да, я не успел убежать даже. Потому что они хватают тебя со всех сторон. Не успею опять. Следующий. Этот еще и красный. Давай уже замерзнет. Все, шариков не будет. Да, опять без здоровья. Я уже, наверное, начинаю привыкать к тому, что у меня совсем нечем лечиться. И просто у меня здоровье на один удар, может. Постоянно тут в этом состоянии бегаешь. Стоять. Господи, чем они тут занимались? Ты не можешь быть частью всего этого. Да, конечно, может. Ты же свою сестру, наверное, несколько лет не видела. Она делала всякие непотребные вещи. Все, просто едем на лифте. Окей. Здрасте. А почему не отключился? Наверное, забыл выключиться. Это прям морг типичный. О, неужели? О, у меня даже 2 аптечки, ну ничего себе. А когда я успел ту поднять? Что-то удивительное из ряда фантастики, я бы сказал. Так.
Я, наверное, все там осмотрел. Хорошо, что враги тут просто рандомно не появляются. А то бы у меня патронов не хватило. О. Вот. Не зря сбегал. Это хорошо. Испытуемые ИТВ. Могли бы назвать их морскими свинками. Ублюдки. Ублюдки. Беги, беги быстрей. А, все, я не успел. Я не успею. Потому что они очень быстрые. Ай, все, плохо. Минус патрон. Ты успеваешь попасть? Да, блин. Да вы задолбали просто. Странные шарики. Когда они закончат вылетать? Еще же один был. Эй. Тут инопланетянин скрипит. Ну да ладно. Тут же был еще один враг. Прежде чем красного убить. Там был еще один. Куда он делся? Бред какой-то вообще. Что там надо найти? Бам-бам-бам-бам. Вот. Где-то тут. Пик. Вследствие отказа значительной части персонала США прогресс принять участие в программе органической транспортировки штаба Хексакор в Кинсайте прибыла команда техников и инженеров. Ой, ладно. Приехали и приехали, подумай. Ага. Это если бы я с другой стороны прошел. Понял. Мне на этом лифте надо, да, подняться потом. Мы должны с сестрой встретиться в скором времени. Раис наконец-то добирается до основной лаборатории замка. Агент Аида приближается к эпицентру бури, но какая-то часть Раис желает лишь воссоединиться с Хелен, сестрой, которую, как ей казалось, Делайла потеряла много лет назад. Время на исходе. Ну и ладно. Подожди, у меня же дробовик стоял. Не надо мне тут путать. И фонарь опять выключили. А вот мы и здесь, в замок. Хелен может быть где-то тут. До сих пор не верю, что это возможно. Я не понимаю, почему она удивляется. Они, если я правильно понял, с сестрой под землей вместе жили. Естественно, она будет заниматься какими-то там учеными разработками и так далее.
красным горит. Ага, кого-то пригвоздили. А можно мне такой гарпун использовать тоже? Он же наверняка многоразовый. Ну-ка, вот эта штучка. Нет, код нужен. Хотя подожди. Ну да, код нужен. О, еще один апгрейд. Зачем они мне ими не пользуются? Потому что они бесполезны. Так, ну давай. Аид. Я должна была догадаться, что в штаб-квартире Кинсайти не единственное змеиное гнездо. Это все, что можно тут найти. Ну-ка, пробуем. Очень сложно, понятно. 2 попытки за минуту. Спасибо, но нет. Даже пытаться не буду. Мужики какие-то. Зачем фоткаться в этим противогазах? Вас все равно никто не видит. Туда можно любого человека поставить. 22-44. Это сюда нужно вводить. 22-44. Да? Да, это так. Расшифровка чата. Добрый вечер, Кейт. Подтвердили, что операции дали зеленый свет. Ты меня задолбал своим бредом. Свяжи меня. Ладно. Ходов тут нет. Просто болтовня. Это начальника, что ли, этого отдела повесили. Наши данные подтверждают, что мы нашли в Кинсайде. Всего неделя воздействия токсина, и команда исследователей проявила куда большую податливость и покорность. А что насчет работоспособности? Этот голос. Пациенты, получавшие CMR-114, были гораздо стабильнее. Теперь мы можем с уверенностью говорить, что антитоксин дает желаемый результат. Галлюцинации отступают вплоть до полного исчезновения. Отлично, они будут буквально есть у нас с рук. Самыми неожиданными оказались данные пациентов, но не получавшие CMR-114. Со временем галлюцинации приходят к единообразию. Пациенты становятся одержимы одним и тем же существом. Многие называют его «он». Мы еще не выяснили причины такого поведения. У них галлюцинации, мне этого достаточно. Да, командир. Доктор Рейс, вам разрешено использовать для экспериментов пациентов из блока Б. Превосходно, держите меня в курсе дела. У нее сестра-то непростая была, тетенька. Поверить не могу, что Хелен впуталась в твои безумные планы. Ты это заслужил. Инвентарь заполнен, серьезно. Ну дай-ка угадаю, что мы выкинем первым делом. Блин. Выбросить. Бесполезные вещи. Начальника пропуск. Ну все, этот пропуск надо теперь запихать вот ту дверь, которая у нас находится вот тут. Подожди, нужен еще код, наверное, да, какой-то ввести? Кода нет. Кнопки-то зачем тут? Зачем кнопки? Шарик чуть тут всю бригаду вот эту лежащую на полу не поднял.
Я тут был? Нет? Шарик. Шарика нет. Мне кажется, они начали чуть-чуть почаще патронов давать. Скорее всего, это временное явление. Скоро их так же быстро забирать будут. Так, у нас... А, это не лестница даже. Все, тогда мне только сюда. Вверх или вниз? Еще и вот сюда можно пройти. Должно быть где-то часть программы сканирования бездны. Врач был прав, они наткнулись на что-то масштабное. Ну тут явно какие-то есть предметы полезные. Давай для начала мы спустимся вот сюда. Все, отлично. Здесь тоже все отлично. Значит, проход один. Эмпирическим путем было выяснено то, что игра коридорная, о чем я, в принципе, всегда знал. Так. А вот большие участки не очень удобно исследовать. Ну тут сейчас драка должна быть. Топливный модуль. У меня все, инвентарь опять забит. Предметы, сканировать. Ну это вот записки опять очередные. Это письмо написано давно, оно так и не было отправлено. Сейчас, я думаю, хорошо, что ты отказался спуститься сюда. Я скучаю по тебе там, блин, ладно. Паролей нету, это просто письма. Письма. Купим, короче, автомат. Пока с дробовиком. К тому же он более-менее прокачан. Нажать? Или потом? Давай сначала все, бегу по периметру. Вот. Там еще и сзади бегут. Давайте уж вы все повылезаете. Тут было два врага. Куда они делись? Может быть, таким образом стоит экономить на патронах? Просто отбегать в сторону. Куда два врага делись? Один красный, другой синий, который плюется. Оба, точнее, плюются. Так, подожди, надо сначала на ту кнопочку проверить. Есть подозрение, что она хоть как-то сработает. Господи. Кажется, на дне бассейна есть проход. Это устройство может его осушить, но оно не работает. Тут мини-загадка какая-то. Так, ну это единственный, кстати, путь, пульт управления. Сейчас посмотрим. Что-то вон там еще можно сделать. Все, понял, принял. Мне вниз. Угу. Что за сталелитейный заводик они тут себе еще сделали? Какие-то трубы катаются. Так, прежде чем
что-то дергать. Осмотрим обстановку. Панель. Не работает. Хорошо. Так. По этим трубам течет вода. Блин, да я понял. Ну и чего? Надо соединить трубы. А где манипулятор? Конечно, надо как-то им управлять. А откуда я это могу сделать? Может вернуться назад? Да нет, там вроде панелей никаких не было. Ну давай проверим. Я и там нажимаю, но ничего не срабатывает. Не, это вообще не то. Да. Вверх и вниз эти лестницы даже нет смысла проверять, потому что все закрыто. Так, что мы имеем еще в распоряжении? Идея только вот 3 кнопки. Одна вот здесь. Кнопка А. Подтвердить. Не работает. Дальше пошли. Здесь у нас ничего нет. Кнопка А. Подожди, надо заморозить эту штуку. Остановилась, хорошо. А куда-нибудь мы приладим это колено. Тут тройник нужен. Куда ж ты его ставишь-то? Нет. Куда она везет его? Вон у нас тройник уехал. Ну-ка. Вот это подойдет? Не, плохо заморозил. О. Эй. Понятно, это не работает. А почему мне первый раз дали камеру посмотреть, а второй раз нет? Ну и последующие разы. Тут, ну тут тройник нужен, а тут прямая труба. И все. А нет, еще там что-то. Вот, теперь работает. Только тройника я не вижу. Да не то ты хватаешь. Ну тройник нужен. Надо же еще как-то высчитать.
Так, чтобы у тебя магнит приходился на тройник. Ждем, что делать? Блин, пусто. Поехали дальше. Вот, в общем, нужно, чтобы тройник прям сюда пришелся. Надо высчитать так, чтобы ты успел еще заморозить все это дело. Оно же не сразу останавливается. Чик. И все, и не попал опять. Да. Значит, еще раньше надо морозить. Нет, не то. Дальше поехали. О, я думаю, хорошо. Я думаю, то, что нужно. Как долго это делается? Теперь нам нужно прямой участок трубы, да? Подожди, а почему? Тут же нет таких труб, которые... А, тут две надо. Верно? Ну давай, допустим. Вот это колено. Ну нет, она не подойдет. Я, конечно, попробую вот так сделать. Но я думаю, что это все равно не то. Куда он едет? Он его еще и поворачивает. Все, тогда понял. Нам просто нужен прямой участок трубы, без загибов, без всего. Он сам, манипулятор, его и поворачивает. Я-то думаю, что у нас вертикальные трубы не едут, только в горизонтальном положении. Вот то, что нужно. Давай. Ну, следующую трубу точно нужно, по-моему, с коленом. Чик. Прикрутили. Дальше. У нас отсутствует, да, труба с коленом. Значит, он сам ее и повернет. Вон она едет. Рано. Дальше. Блин, тороплюсь.
Ну куда ты поехала-то? Наверное, не зацепит ее. Да. Мимо. Надо учитывать то, что они еще по инерции движутся какое-то определенное время. Вроде успел. А это он крутить не стал. Так, приладил. Все, теперь в подвал. С подвала, точнее, выйти надо будет. Тут-то не надо ничего нажимать. О. Вот так, теперь я смогу осушить бассейн, иначе точно в нем утону. Подожди. А, ну все верно. Эту кнопку нужно было тоже там рядом с этими трубами прожать, иначе не активировалась бы система. Клик. Зачем лифт в бассейне? А, ну да, это же исследовательские всякие штучки. Мое любимое. Долгие-долгие лестницы. Для обзора могли бы с нее сумку убрать. Может быть... Вот, нет, пролезть не получится. Ну тогда только один ход. Лифт. Кручу и верчу, запутать хочу. Чтоб голова не закружилась, надо в обратную теперь покрутиться. Здрасте. Нет, рано. Я еще хочу вон до самого конца туда пробежать. Ага, и тут проход. Какой мне надо? Стесняюсь спросить. Вот это вот говно, которое я не использую никогда. Она мне дико забивает инвентарь. Ладно, я пока не буду больше выбрасывать. Кстати, если ты выбрасываешь эту ампулу, то все, ты ее больше поднять не можешь. Предметы, которые выброшены один раз, они растворяются просто в воздухе. О-оу. Этот звук, голова кружится. А, ну да, что-то такое было. Кто-то там нам такие подлянки-то делал, что начинает голова кружиться. А, там же такой мужик на пугало был похож. И с Бэтменом. Угу. Просто тут сценаристы в повествовании прыгают с места на место, и не всегда понятно уже, что они там хотели тебе рассказать.
Не. Еще. Давайте. Почему я в него не попал? Просто потому что. Блин, ну дробовик же это не винтовка. Ну почему она мажет им? Он и здесь. Аптечка тут. Я даже не вижу, работает у меня фонарь или нет. Дальше. Вот чем отличается... А, ну да. Немножко отличается. В прошлый раз вроде голова кружилась чуть ближе. Вот к этим. Нет? Так-ка мы, наверное, вот сюда пройдем. Как он меня схватил? Вот так. Давай, ближе. А? Перезарядочка. Сколько у меня жизней? Все равно даже 100% нету. Да. Я вот не понял действительно, как он меня схватил. Он просто появился из ниоткуда. В общем, некоторые тут вещи во время боя происходят случайно. Поэтому с помощью перезагрузок и такой-то матери когда-нибудь эта игра закончится. Где-то тут скрипел вроде пришелец, или там моя жопа скрипит, не знаю. В принципе, одно и то же. О, а можно еще больше лестницу сделать? Короче, можно пока выпить кофе, пока она поднимает. Ну вот, наконец-то. Не прошло и полгода. Чтобы я поднялся туда же. По-моему, в ту же самую локацию. А. Я что, точно так же вроде тут бегал, только этажом ниже. Ой, опять глюки. Он становится громче. Ну, по ощущениям, вроде то же самое. Главное, ничего не пропустить важного. Мне туда надо идти. Где написано 37А. Но для начала
Так, подожди. Вот здесь, да, мы выйдем только. Сейчас враги появятся опять. А че это он так подозрительно тут лежит под светом фонаря? Мужик, ты чего? Почему этот фонарь так классно светит? Вот просто мой фонарь и его фонарь сравни. Это издевательство реально. А. Я думал, выключи. Не попал. Я отойду. Давайте, шарики свои, вылезайте. Крадется он. Ага, и спрятался. Не, он сейчас появится где-то прям во мне. Ай-яй-яй. Да сдохни ты. $11 патронов. Ну и 9 в запасе. Того 20. Ладно. Неприятности эту мы переживем. Кстати, а что у нас тут? 93. Маловато. Он приближается. Что-то мне жути нагоняет, но на самом деле не страшно. Фиг. О, апгрейд. Бесполезный. Очередной. Талант тебе трястись-то. Все, ледяная бомба. Да, берем. Ну-ка. Ходов нету. До свидания. Так-то лор, в принципе, понятен. Надо найти сестру. А ученые виноваты во всякой этой беспредельщине, которая творится. Я думаю, больше надо настучать по рукам разработчикам, которые эту дичь делали. Там где-то весело поскрипывает инопланетянин. Так, тут выход у нас, значит. Но он, скорее всего, закрыт. Я думаю, паролей-то уже не осталось до конца игры, в принципе, не очень долго. Я думаю, все великие загадки тут решены. Они когда-нибудь закончат мне камеру трясти или нет? С возвращением, доктор Рейс. Да пошел ты, тупой робот. Тупое говно тупого говна. О, ну, это было последнее, кстати. Аптечка. А почему? Почему мне так много аптечек дают? Итак, сейчас 14 марта 1993 год. Я очень волнуюсь, такой важный момент.
Разве ты не должна говорить менее эмоционально? Прекрати, Брайан, я записываю. Сегодня начинается вторая фаза нашего плана. Это займет некоторое время, но именно этот день войдет в историю. Это место будет называться Чрево, потому что оно создано для перерождения. Невероятно. Оно внизу, и я это чувствую, так близко. Как будто я способен на все, но вместе с этим... что-то там. Хелен, что ты наделала? Чем ты стала? Чем бы он ни был, он меня пугает. Короче, сестра у нее мутировала во что-то невероятное. Вот и все. Ладно, без модулей пойдем. Мне они не нужны. Кстати, по классике почему-то. Вот где-то сюжет этот я такой помню, то что сестра стала мегамонстром, или брат стал мегамонстром, и ты с ним дерешься в конце. Не хотелось бы, конечно, что-нибудь пропустить. О. Это вот этот большой шланг в жопу втыкается, наверное. О, предохранитель схватила. Их было больше. Это кровь. Она прям знает, да, что нужно конкретно выдернуть и с какого места. Я вот, допустим, этот прибор вижу первый раз, и я бы не рискнул выдергивать что-либо, потому что и так вроде все печально. А она выдергивает и что-то еще пытается рационально объяснить. Аудиозапись. Это мы бегаем по каким-то коридорам, а ни сестры, ничего нету. А почему она вторую не взяла? Вот эту вот штучку вторую. Кто-то невидимый там сидел, что ли? Я ничего не понимаю. Она выдернула какой-то предохранитель с кровью, что ли, или не знаю, какую-то колбу выдернула. Почему не взяла две? И прибор этот ожил. Одни загадки. Здравствуйте. О. А вот и сестра. Пожалуйста, подожди. Такой манекен уродский. Почему глаза открыты? Блин, ну было же светло. Зачем опять в темноту погрузили? О. Моя голова. Оно в моей голове. Это все токсин. О, горит фонарь, хорошо. Сюжету надо туда, но я хочу забрать ноутбук этот. Сэр, как вы и просили, этот отчет будет направлен остальным членам совета для предварительного ознакомления. Более подробный отчет будет прислан вам в течение нескольких часов. Мы все еще сопоставляем последнюю информацию. Пока я могу подтвердить, что несмотря на повреждение конструкции замка, в данный момент можно сказать, что ситуация находится под контролем. Учитывая беспорядок, установившийся здесь в последние несколько часов, настоящий документ является лишь кратким изложением событий, которые привели к тому, что в данный момент обозначено как неизвестное событие. На строительство ушло 9 месяцев, но защитный саркофаг вокруг портала А в замке был завершен.
За то же время внешний транспортный портал Z был доставлен судами программы сканирования бездны в точку с координатами, соответствующей одному из самых недоступных и негостеприимных мест на планете, станции 31 на Южном полюсе. После сборки портал был опущен под ледяной покров, пока не достигли точки, в которой США «Прогресс» обнаружили вторую часть метеорита. Как только мы запустили предварительную проверку подключения, то начали получать искаженные сообщения и бессмысленные данные телеметрии. Но затем ситуация прояснилась. Не знаю, как это описать, так что скажу прямо. Огромное существо атаковало и, скорее всего, уничтожило подводный комплекс, а потом оказалось телепортировано внутрь саркофага, прямо в самое сердце замка. Понимаю, понимаю, в это сложно поверить. Тут просто опечатка. Понимаю, в это сложно поверить, но еще сильнее мы были шокированы тем, что существо пережило телепортацию без какого-либо, по крайней мере в данный момент, ущерба для себя. Несмотря на внутренние повреждения портала А, саркофаг выдержал давление воды и существа. Мы эвакуировали окружающие помещения, но, судя по всему, пока угрозы комплексу или персоналу нет. Более того, видеозаписи с еще раз водоспособных камер показывают, что существо впало в оцепенение или глубокий сон. Несмотря на это, я хочу подчеркнуть, что наше оборудование засекло электромагнитное излучение, исходящее от этого существа, и в некоторых случаях длина электромагнитных волн превышает несколько сотен метров, что ставит под угрозу все наше неэкранированное электронное оборудование. Вы получите более подробный отчет, когда будут собраны дополнительные данные. Я жду дальнейших инструкций. Директор отдела исследований и разработок США «Прогресс». Слушай, можно было, получается, что, не собирать не собирать все вот эти вот записки. У меня только что 30 было. Цифра. А не 9. Я видел. Можно было не собирать все эти записки. Это все можно было увидеть, ну, прочитать вкратце. Вот именно в этой записке. В одной. Итак, вот и все. Какие-то комментарии еще будут? Что-то едем куда-то на каком-то лифте. Вот и все, говорит. Что все? Ну, к саркофагу этому приближаемся, в котором закрыто это чудовище. Ну, это не чудовище, наверное. Чудовище, наверное, в сестре сидит. Гор, слышишь? Я хочу покончить с этим навсегда. Надеюсь, ты в порядке. О, ты. Как ты посмела сюда прийти? Ты убила их, не моргнув глазом. Ты вернулась? Прямо на моих глазах. Что ты делаешь? Хелен, пожалуйста, прости меня, хватит? Ты знаешь мою сестру? Ты не она. Ты Делайла. Хелен рассказала о тебе. Ты Брайан. Да, верно. Меня зовут Брайан. Она была для меня всем. Подожди, он же недавно нападал на нас и точно знал то, что мы не ее сестра, как бы, блин, я запутался. Он только, ну, как бы, где-то в первой четверти игры, когда он попытался отравить меня газом, он же знал то, что я, ну, вот, Делайла, а не Хелен. Сейчас он уже запутался сам, блин, я не знаю, что они мне пытаются рассказать. Сценарист, короче, очень неадекватную историю рассказывает.
Я не думал, что когда-нибудь, когда все вокруг перестало иметь значение, она оставалась смыслом моей жизни. Это место позволило нам обрести друг друга и потерять себя. Где она теперь? Где моя сестра? Где она? Говори. Она мертва. Это моя вина. Я был не в себе. Потерял контроль. Это все токсин. Это чудовище, это был не я. Я спас ее. Посмотри на нее. На всей земле нет другого существа ближе к Богу. План сработал. ОГР почти заряжен. Живые и мертвые отдали свой свет. И она поприветствует его перерождение. Время пришло. Наконец, плененный человеком Бог станет свободен. Пора. Пожалуйста. Умоляю, прости меня. Та-дам! А зачем он себя выстрелил, я не понимаю. Ну, почему? Он же типа не закончил вроде что-то. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Он захотел забрать меня. Но я не могу уйти. Не сейчас. То, что от меня осталось, будет жить только в тебе. И только из-за того, что я стремилась уничтожить. Брайан убил меня, прежде чем я смогла осуществить задуманное. Но с помощью Огра я смогла привести тебя сюда. Все в твоих руках, Рейс. Что ты такое? Ты все еще ты? Или ты, я, мой разум, отправленный этим веществом? Я, это мы вместе. Но теперь я еще и он. Что это? Последний образец доисторического вида. Он появился в результате неожиданного слияния, связавшего этот мир с отдаленной планетой. И в его генетическом фонде наши пути пересеклись. Открытие биологического материала, содержащегося в РАМ-77, запустило процесс. Благодаря этим генетическим сегментам был разработан токсин. А затем, когда Хексакор распространили его по замку, существо начало звать нас издалека. Он был недостающим звеном. Его неожиданное пришествие стало первой победой после стольких лет неудач. Первый органический перенос. Мы хотели использовать его ради крови, совершить, наконец, грандиозный прорыв, но оказались пешками на пути его неугасимого желания выжить. Он вами манипулировал. Вы хотели освободить это чудовище. Наоборот, я хотела его уничтожить. Я поняла, что происходит, и солгала Брайану, чтобы достичь своей цели. Он из кожи вон лез, чтобы защитить меня от этого безумия. Он не думал о себе. Но время шло, и Огр все глубже проникал в его разум. В конце концов, я только понимала, как все мы ошибались. Что цена за прогресс оказалась слишком высока. Сотни погибших, наша собственная человечность. Огр был такой же жертвой наших экспериментов, как и многие из нас.
Но сейчас его необходимо уничтожить. Тебя я тоже позвала, Рейс. Ты должна закончить мою работу. Ты покинула меня ради этого исследования. А теперь просишь меня его уничтожить. И потерять тебя снова. Я поняла только, когда стало слишком поздно. На самом деле мы не расставались. Наша связь пережила годы молчания. Даже саму смерть. И я не могла разорвать волю этого тысячелетнего существа. Разве она не догоняет своим маленьким мозгом, что сестра уже мертва? Что она осталась, в принципе, только в ее сознании. И не исключено то, что этот монстр и есть. Вот эта сестра ее. Я не хочу снова тебя потерять. Это не расставание. Мы только что воссоединились. Что ты делаешь? Не трогай. Гор, ты жив? Что-то не так? У меня еще есть время. Я должен выполнить задание. Мы должны уничтожить это чудовище. Разве ты не понимаешь? Он причина чего-то там? Нет, нет. Не все мертвы. Это не имеет значения. У меня есть приказы. Да, я солдат, я должен выполнять приказы. Соберись, ты бредишь. Не подходи. Подожди, его же другой мужик утащил. В заложниках его держал. Как он выбрался оттуда? И как он нашел вообще меня? Ладно, все. Дальше. Не подходи. Если ты уничтожишь это существо, все данные исследования будут утеряны. У нас нет времени. Он просыпается. Все равно. Ты не понимаешь. Хелена дала жизнь за это. Не заставляй меня это делать, пожалуйста. Гор, остановись. Я не хочу тебя убивать. Гора, умоляю. Остановите Гора. А как? Что, мне выстрелить надо? А что делать? Я только это мог сделать. Подошла бы, оттолкнула его просто. Но он бы не согласился оттуда отходить. Надо пульт управления. Дай-ка угадаю, кто-то еще выстрелит в меня? Сзади. Нет? Да, идем. Ну точно. Постучать по панели управления кулаками куда лучше, чем просто понажимать кнопки. Надо подолбить кулаком, чтобы просто все сломалось. Так же удобнее будет. Так же действительно все починится. Элен. Я должна лично ее увидеть. Почему я не могу у них забрать оружие? Куча трупов. Куда идем-то? Кстати, почему эти мегаволны меня не глушат больше? Куда идти? О. Без понятия, куда бежать. Ну да.
Да я не успеваю. Все, шариков не будет. Я, кстати, верно иду. Потому что враги появляются. Ай, неважно. Блин. Так, это надо взять по-любому. Давай мы выбросим вот эти две штуки. Освободим на всякий случай два слота. Вдруг понадобится еще что-то по дороге, прям на бегу взять. Сзади кто-то. Давай, давай, давай. Шарик. Девять патронов. Точнее, 13. Мне сюда? О, да. А сестры-то нет. А она точно прибежала в нужную комнату, но сестра могла быть в какой-нибудь другой похожей комнате. Чё? Это уже вторая, кстати, комната с такой вот подобной, с таким вот подобным креслом. Она прям знала то, что сестра именно тут. Она типа первый раз в этом комплексе, но нечестно. Повествование ведется. Логики немножко нет. Глючит тебе. Сестра твоя умерла, тебе же сказали. Бежимте, бежимте. Погоревали чуть-чуть. Теперь убегать надо. Подожди. Хотелось бы повнимательней, пока тут все не трясется. Хотелось бы посмотреть повнимательнее эту комнату. А то тут я по спидрану просто бегу уже. Да? Выходим тогда отсюда. Сестры нет, ничего нет, патронов тоже нет. Да, блин, ну не вставай ты. У меня что-то какая-то паника начинается.
Рейс почти утратила способность отличать иллюзии от реальности. Уже в замке ее сестра полюбила Брайана, внимательного и чуткого мужчину. Его заставили принять участие в ужасных экспериментах, и Брайан начал терять разум. В нем развилась вторая личность, жестокий социопат Эптом. Перед тем, как застрелиться, Брайан признался в убийстве Хелен. Обезумевший под воздействием Д-токсина, Гор предпринимает последнюю отчаянную попытку отнять у Рейс данные исследования, но терпит поражение. Время на исходе. Рейс не остается ничего другого, кроме как убить солдата секции 8. Несмотря на шокирующее откровение Брайана, Рейс хочет надеяться, что Хелен близко. Рейс намерена найти сестру, прежде чем сработает система самоуничтожения комплекса. Она должна противостоять неумолимой силе первобытного существа в самом сердце этого абсурдного и нескончаемого кошмара. С того момента, как она вдохнула токсин, существо вторгалось в ее душу и стремилось завладеть разумом. Ну, бреда тут, конечно, хватает. В этом плане я согласен. Слушай, а может ее вообще глючит, потому что она, в принципе, газом надышалась? Может, вообще это все иллюзия? О, гадость как. Надеюсь, мы внутрь туда не полезем. Существо подохло? А чё так быстро? То есть хрупкая женщина смогла выжить, а существо громенное, доисторическое какое-то, не выжило. Рейс, слышишь меня? Прием. Рейс, если ты меня слышишь, что рядом с тобой есть зона эвакуации. Иди туда как можно скорее, иначе тебе не спастись. Ладно, сходим. Не, нас ей-то спастись в любом случае. Типа, это вряд ли игра имеет отрицательную концовку. Концовка тут, скорее всего, в игре одна. Единственный экспериментальный лучевой модуль леденящей хватки. Высокотехнологичное экспериментальное устройство, в котором струя заменена на крайне мощный луч. Новый модуль. Посмотрим. Обязательно посмотрим. Ну, не очень-то он и мощный. Хотя, да, мощно. Мощно. Стильно, модно, молодежно, в зеленый горох. И что? Ну, потушил я. А дальше-то куда? Какие-то есть лестницы? Нет? Да, мне сценаристы наконец-то напомнили, что мы можем где-то выбраться в зону эвакуации. Ну, мне же не сюда. Мне нужно как-то сломать эти крюки. Так, испытаем новое улучшение. Раз. Два. Три. Ну и всех дел. Так я бы сэкономила немного всего времени. Опа. Урон. Наконец-то хоть что-то. Так. Опять это начинается. Стали давать больше аптечек. А не этих дурацких ампул. Я один слот все равно оставлю. Чтобы, если что-то брать. Чтобы что я смог подобрать на бегу. Вдруг мне придется убегать. Зона эвакуации. Я же еще не на улице даже. Ну да. Мы еще под землей находимся. Спасательные капсулы. Моя последняя надежда. Ура! Конец близок. Да сейчас. Ну-ка, что это за штучка? Бак уже полон. А, это чтобы зарядить свой этот
криобаллон. То есть ампулы мне уже не нужны, да? Подожди, тут что-то... У меня включен фонарь. Вот он как включен. Насколько? Сейчас я еще буду до этих капсул, наверное, 10 лет подниматься. О, инопланетянин. Слушай, ну прям перед концовкой мне дают кучу патронов. Это так любезно. Эй, господи. Всё? Топливный модуль. Блин, давай все-таки возьму. Но я не думаю, что... Возможно, он пригодится просто при драке с боссом. Если он тут вообще есть. Вот и сдохла моя последняя надежда. Эй, сюда! Раис. Что? Пошевелись, сейчас все рухнет. Да пошел ты, Радек. Рад снова тебя слышать, Раис, но давай-ка убираться отсюда. Иначе... Успокойся, мы идем. Ну, я не знаю. О, 273 патрона. Вот это хорошо. Всегда бы так патронов наваливали в течение игры. Так а что, мне сюда? Мне надо в центр куда-то пробраться. Это сестру глючит чуть-чуть. Обнимашки. Чем ты стала? Действительно. Просто так взяли, у меня пол здоровья снесли. Опять инвентарь заполнен. Да что ж такое? Так, перезарядка. Вот, отлично. Все влезло. 3 патрона не влезает. Ну хорошо. Я думаю, ничего страшного. Ну, сейчас будет вот эта финальная драка с боссом. Босс-сестра. Ну, вернее, то, что от нее осталось. Нет. Быть не может. Эллен, нет. Каждому. Что случилось? А, ладно, хорошо. 3 патрона собрались. Так она будет по чуть-чуть вылезать, что ли? Близко подобраться к ней не получится. Мне этого не дадут тупо сделать. Так, жизней 48. Давай, израсходуем аптечку, а вот эту возьмем. Инвентарь полон. Так, видимо, мы с ней будем драться по чуть-чуть. Слушай, ну луч прям может убить этих ребят. Какого черта, Рейс, куда ты пропала? Слышишь меня? Это сложно. Времени больше нет, ты должна добраться до меня, Рейс.
Я пытаюсь. Ну да, я как бы тороплюсь, меня тут сестра отвлекает. Новоиспеченная. Так. Нет, вот это. Еще 48 патронов. Да, максимум 360 ты с собой можешь нести. Давай. Кстати, я ближе к модулям подобрался. Сейчас будет драка. Давай я в угол встану. Нет? Как хотите. Здесь будет драка. Здесь драки нет. О, вот. Ну... Что ты такая быстрая? Обнимашки. Хватит играть со мной. Так, сначала тогда мы всех перебьем тут, короче говоря. Еще нужно будет вернуться к этим патронам. Подожди, у меня вот этих патронов много. А я даже не попадаю. И как бы все. Вот и весь файт с сестрой, что ли? Что-то я не совсем понимаю. Ну, по-моему, она не откидывает меня назад, вроде как. Ну-ка, если я потушу вот эту машину, то что? Так, тут ампула, ну-ка. Вот так сделаем. И вот так сделаем. Я думаю, так более рационально будет. Так. Я хотя бы не по кругу бегаю. Или... Не, я тут не был. Беги. Я не успел. Обнимашки. Прошу, нет, мне нужно покончить с этим. Ну да. Ну, хоть за твои промахи тебе накидывают патронов. Подходи по одному. Мне бы туго пришлось без этого луча. Блин, ну когда ты долго стреляешь с автомата, такой разброс, так трясти камеру начинает, и вообще ничего не попадаешь никуда. Так, я опять в другом, кстати, это. Да давай полечимся, чё ж. Сейчас опять сестра будет появляться. Блин, а эти-то ближе не становятся. Долго заряжаемся. Да стреляй, блин. Обнимашки. Хватит играть со мной. Так, вот теперь такое ощущение, что я по кругу действительно хожу.
Или нет? Северные ворота. А там были... не знаю. Ладно. Я хожу по кругу определенно. Но... когда-то я должен ее убить. Я не знаю, каким образом пока что. Может, дробовика? Она где-то здесь на меня нападала. Давай по-хитрому обойдем. Беги. Блин, она очень быстрая. Где она? Вот, наконец. Бля. Я не знаю, откуда он взялся. Я же вроде в него целился. Обнимашки. Я не могу оставаться здесь. Да все ты можешь. Мы просто в дне сурка. И это не закончится, пока я ее не заморожу адекватно. Блин, это плохо. Все? Подожди, патроны. Патроны были в другой стороне, ну ладно. Так или иначе, их все равно дают. Без конца и без начала. Мы сейчас так и будем колесить, пока ее заморозить надо и пострелять в нее. Я не успеваю за ней. Она очень быстрая. Ладно. Бесконечные патроны и аптечки меня тоже устраивают. Да, бля. За 3 прыжка она. За 3 прыжка она ко мне телепортировалась. Я прям слышал. Как же мне ее заморозить-то по-быстрому? Подожди. Мысли инвентарь. Нет, мы так не договаривались. Так, вот здесь она, по-моему, появляется как-то вот рядом. А, нет, дальше. Здесь она появляется через локацию наверху на лестнице.
Проблема в том, то, что вот она очень быстрая, я не успеваю ее поймать. Поэтому... Ну надо. На геймпаде надо, ну, тяжело играть. Надо мышку, желательно. Ну, тут уже поздно мне переучиваться. Да замерзнет, где она вообще? Подожди, она исчезла. Нет, не исчезла. Она не исчезла, но я могу дальше пройти. Окей. Давай быстрее. Так. Кажется, я вырвался из этой петли. Ну, этого товарища я просто не знаю, как иначе победить. Побежим. Что у нас тут лежит? Блин, время. Мне игра много не дает. Все, собрал. Бежим. Ой. Это было лишнее. Я не знаю, где она. А, еще не успел. И что, теперь назад? И назад, походу, да? О, у меня 450 патронов. Ладно. Каким-то невероятным образом у меня увеличили количество патронов. А подожди, я пришел оттуда. Ну, раз уж так, давай патроны собирать. Я не знаю. Такое ощущение, что я сейчас, правда, буду бежать заново. Тут надо без ошибки подряд несколько... Ну, в течение нескольких комнат ее замораживать без ошибки, попадая в нее. Блин, ну это ж... Да... Иначе я буду бегать как не сурка. Я не знаю, где она. Так, меня пропускают. Да беги ты. Беги. Хорошо, меня пропускают и здесь. Отвали.
Я не знаю, кого мне выгоднее морозить. Наверное, ее. Зарядимся. Чё, где? Где кто? Рейс, поторопись. Я бы с удовольствием поторопился, если бы меня назад не откидывали каждые 2 секунды. Несется. Открывайте ворота. Неужели? Это еще не все. Да блин, стреляй ты. О, дверь открылась. Давай, давай, беги, беги, беги. Ух. Отвали, а. Ха-ха. Да ее морозить надо. Разве тут не должно все покрыться льдом, потому что у меня с азотом рюкзак упал? Ты знал про Фостера? Ты слышишь? Не хотел тебя втягивать. Тебя тут вообще не должно было быть. Это старый засранец заставил меня. Он договорился о чемоданчике с третьей стороной. Не знаю с кем. Он сильно рисковал. Хотел, чтобы я был здесь, но ему нужна была гарантия. Поэтому он и тебя притащил. Не надо врать мне, Радек. Не пускать меня в замок было частью сделки? А чё он так тактично промолчал? Это твое. Откуда это у тебя? Так ты и про нее знал? Я все объясню. Я верила тебе. Куда-нибудь выберемся отсюда или нет? Я? Будет забавно, если сестра тоже не умерла еще. И опять меня в день сурка запихают. Слышишь меня, Рейс? Я жива. Иди наверх, шахта может обрушиться в любой момент. Радек, мы будем ждать тебя на поверхности. Уходи. Не говори так, Рейс. Я не хочу потерять тебя. Если это не ради меня, сделай это ради нее. Найди выход. То есть тот самый вертолет, на котором спускался этот мужик, это было не единственный способ отсюда спастись. Есть еще, оказывается, способ один. Отлично. Мне врали последние несколько часов игры. Рейс, ну же, нам нельзя, майор, нам нужно сваливать. Еще раз такое, получишь пулю в лоб. Если мы останемся хоть на минуту, садись в кресло и пристегни, летчик. Пристегнись. Ну, ненормативную лексику я уже не буду читать. 5 лестниц. Радек, я почти на месте. Я вижу поверхность. Рейс, я... Радек. А вертолетик-то улетел.
Блять, сестра. По-моему, она никогда не сдохнет. Я не знаю, она выбралась или нет, вообще без понятия. Операция «Песочный замок» имела частичный успех. Образец ДНК объекта под кодовым именем Огур был уничтожен. Но нам удалось помешать секции 8, заполучить данные исследования и найти доказательства. Мы полагаем, что основная цель была достигнута. Все было погребено в пустыне. Майор, с возвращением. Рейс, она оставила, я убью. Чего? Где он? Я убью его голыми руками. Агент Журавль, дайте ему транквилизатор. Похоже, ты снова готов сотрудничать. Хорошо. Где он? Если ты про капитана Волкина, и ему только что объявили благодарность за героизм. Какой героизм? Он оставил ее умирать. Ему удалось спасти своего начальника и убедиться, что операция осталась в секрете. Остаться в воздухе посреди песчаной бури. Его уже называют Морфеем. Дебилы. Командир Фостер и специальный агент Рейс мертвы. Операция была сорвана. И нам не удалось заполучить содержимое чемоданчика. Но ты должен взять на себя ответственность. До тебя еще не дошло? Фостер подготовил все, чтобы ты поставить нас. Он собирался продать эту чертову штуку кому-то больше. Личный... Короче, его не интересует. Перед нами стала более крупная и более насущая проблема. Президент. Те, кого он послал на задание мертвы, авиабазы озера Грум больше не существует. Фостер, конечно же, несет определенную ответственность, но одного мертвого злодея недостаточно. Президент приговорил себя к смертной казни, которая состоится в течение нескольких часов. Тебе это на руку. Возможно, но вот в чем дело. Если мы казним тебя, то потеряем одного из самых крутых подонков. Какого черта вам от меня еще надо? Иван Радек умрет. Но ты еще можешь поторговаться. Ты можешь изменить личность и получить назначение в это подразделение, жить дальше. По крайней мере, у тебя будет возможность подготовить план мести. Специальный агент Лев. Ты задел на вторую часть? В любом случае, все доказательства случившегося там были полностью уничтожены, как и все причастные к этому. Президенту придется смириться. Да пусть. Давай хоть определиться когда-нибудь. Улетит она, не улетит. Мы ж в пустыне были. За вертолетом поднимались. Ни оружия, ни рюкзака. И перчатка слетела. Кстати, у нее рюкзак только упал. Где перчатка? Да, фонаря. Ну, от него толку не особо. Фонаря все равно нет. Сектор вот-вот воссоединится. Последствия моих действий распространятся куда дальше, чем предполагалось.
Я просто хотела сказать спасибо, Иван, Радек, за все, что ты для меня сделал, но особенно за то, что ты все время был на стороне Делайлы. Когда я узнала, что она оставила прототип, то поняла, что между нами все было кончено. Отчасти именно поэтому я решила участвовать в этом исследовании. С тех пор, как я получил ее последнее сообщение, прошло много времени. Для нас она создала 2 прототипа, чтобы мы могли пообщаться на расстоянии. Мне хотелось снова услышать ее голос. Я рада, что ты согласился взять это устройство. Скажи Делайле, что я ошиблась. Мои чувства к ней не ослабевали. Кто знает, чувствует ли она то же самое. Сегодня я попробую искупить вину за свои ошибки хотя бы частично, что бы ни случилось. По крайней мере, я знаю, что оставалась верна себе до самого конца. Зачем мне показывали пустыню? Зачем показывали титры? Если у меня игра все равно продолжается. Я понимаю, эпилог и все такое. Но даже забрали фонарь бесполезный. Куда идти-то? Алло. Бы я еще что-то видел тут. О, стрелочка какая-то. Так. Что происходит? Это портал. Портал в другое измерение, откуда чудовище это пришло. Пальцы этими. Портал зовет меня. О, точно, у меня же еще эта штучка была. Зачем? Она сейчас в себя ее вколет и в портал. За 7 часов. Смерти 39. Ужас какой. Так, ну вот и все, короче говоря, пройдена эта игра. У игры есть очень много минусов. Во-первых, это потому что первый минус — это ничего не видно вообще. Фонарь твой не помогает. Темные коридоры, фонарь еле светит, глупость. Второй минус — это боевка. Персонаж очень медленный, а враги умеют телепортироваться за считанные секунды. Причем, как правило, тебя грызутся из-за спины. Отсюда тоже проблема. Вот звук хороший в игре, визуал неплохой, но боевка отвратительная. Ты просто иногда не успеваешь ничего сделать. Вот. Сценарий сам по себе, сюжет, подача сюжета в общих чертах ясно, но если ты начинаешь задумываться, то столько сюжетных дыр и непонятных вещей происходит, то вообще лучше не задумываться. Просто пройти и все. Ладно, будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.